Начинаем вязание с подошвы тапочка. Для этого нам нужно набрать 19 воздушных петелек. Пряжу предварительно нужно хорошенько растянуть на 2-3 метра вперед, и так в процессе всего вязания. Оставляем кончик нити сантиметров 5 и вяжем 19 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Закончили, связали 19 петелек. Теперь далее смотрим по схеме. Вот мы начали с вами отсюда, связали 19 петель. Теперь мы находимся вот на этой точке и начинаем отсчет первого ряда вот с этой петли. Здесь мы провязываем с вами 9 столбиков без накида. Первую петельку пропускаем, во вторую петельку за заднюю полупетлю, вот сюда, провязываем столбик без накида и продолжаем. Всего 9 столбиков. 1, 2, 3 и так далее. Закончили, связали 9 столбиков без накида. Теперь смотрим далее по схеме. У нас идет один полустолбик. И далее 7 столбиков с накидом. Один, два, 3 и так далее. Закончила, связала 7 столбиков. И вот здесь остается в конце одна петелька. Вот она у нас на схеме. В нее мы вяжем 5 столбиков в одно основание. Вводим крючок в последнюю петлю, кончик нити накидываем на крючок. Один, вторую в это же основание. 2, 3, 4, 5. Закончили, связали 5 столбиков в одно основание. Далее переходим на вторую сторону. Здесь мы вяжем с вами опять 7 столбиков с накидом. Кончик нити придерживаем над крючком. Крючок вводим сюда в первый столбик, за его полустежок. Один, 2, 3 и так далее. Закончили, связали 7 столбиков. Теперь один полустолбик. И еще 9 столбиков без накида. 1, 2, 3 и так далее. Закончили, связали 9 столбиков. Теперь переходим вот на эту сторону. И здесь у нас в последнюю петельку нам нужно связать 3 столбика без накида в одно основание. Вот эта петля. Вводим крючок за один полустежок. И провязываем 1. Опять ставим крючок в это же основание. 2, 3. Итак, мы закончили первый ряд. Теперь двигаемся дальше. В первом ряду можете посчитать, у нас должно получиться 42 петельки. Вяжем второй ряд. Опять мы начинаем с вами вот с этого места. Здесь
Теперь мы будем вязать только столбиками без накида и вяжем с вами 17 петель до прибавок. Первую петельку вводим крючок под первый стежок, провязываем сюда. И далее продолжаем вязать только под основные стежки. Продолжаем самостоятельно. Закончили, связали 17 стежков от начала ряда. Теперь переходим к прибавкам. У нас их будет 5. В 5 петель предыдущего ряда мы провязываем двойные. 1. Теперь вводим крючок опять в это же основание. 2. И так мы повторяем еще 4 раза. Закончили, сделали 5 прибавок. Теперь переходим на вторую сторону. И здесь у нас тоже идет 17 петелек до следующих прибавок. 1, 2, 3 и так далее. Закончили, связали 17 столбиков. Теперь переходим на пяточку. Здесь у нас во втором ряду нам надо сделать 3 прибавки. В каждую из петель предыдущего ряда провязываем двойную. 1, 2. И так еще 2 раза до конца ряда. Закончили второй ряд. Связали с вами во втором ряду 50 петель. Теперь начинаем вязание третьего ряда. В третьем ряду смотрим опять, мы начинаем отсюда. Мы вяжем опять 17 петель до прибавок. 1, 2, 3 и так далее. Закончили, связали 17 столбиков. Теперь смотрим, далее у нас идут прибавки. В третьем ряду мы делаем прибавку в первую из двойных предыдущего ряда, во вторую вяжем одинарную. И так 5 раз. Вот у нас двойная из предыдущего ряда. Провязываем в нее двойную. Следующая одинарная. И так еще 4 раза, всего 5 раз. Закончила, сделала 5 прибавок. Теперь мы с вами находимся вот здесь. И вот отсюда, начиная, вяжем еще 17 столбиков до следующих прибавок. Закончили, связала еще 17 петелек. Теперь переходим на прибавки на пяточки. Здесь мы тоже в двойную из предыдущего ряда. В первую вяжем двойную, во вторую одинарную. И так 3 раза. Вяжем самостоятельно. Итак, закончили, сделали 3 прибавки через одну одинарную. И дошли до конца третьего ряда. В конце третьего ряда у нас должно быть 58 петель. Переходим к четвертому ряду. Опять мы начинаем с вами вот с этой петли. И здесь мы с вами вяжем 19 петелек до прибавок. Закончили, связала в четвертом ряду 19 петелек. Теперь переходим к прибавкам. Здесь мы с вами уже начали вот этот сегмент с прибавками, связали 2 одинарные. И теперь мы чередуем 1, 2, 3, 4, 5 двойных петелек через 2 одинарные петельки. Провязываем двойную, 2 одинарные, двойную, 2 одинарные и так далее. Всего 5 раз. Сделали 5 прибавок через 2 одинарные петельки. Двойная, 2 одинарные, двойная, 2 одинарные, двойная, 2 одинарные, двойная, 2 одинарные, двойная. Всего 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь
Переходим на другую сторону. И здесь в 4 ряду мы с вами вяжем 19 петелек до следующих прибавок. Закончили, связали 19 петелек до прибавок. Теперь мы находимся с вами вот здесь. И мы делаем 3 прибавки через 2 одинарные петли. Мы должны закончить ряд на двойной петле вот здесь. Продолжаем вязание. Закончила, сделала 3 прибавки. Между ними по 2 одинарные петельки. И на этом мы заканчиваем вязание подошвы. Ниточку отрезаем, оставляем кончик сантиметров 5-7. Вытягиваем нитку из петли. Теперь берем тонкий крючок. Вот у нас готова одна подошва. По длине она у меня получилась примерно 28-29 сантиметров. И по ширине примерно 11-12 сантиметров. Таких мы вяжем с вами 4 штуки. Я уже связала их, вот они у меня готовы. И их нужно хорошенько отпарить утюгом. Для этого кладем подошвы лицевой стороной вниз и отпариваем по изнаночной стороне. 2 пока откладываем в сторону, берем 2, прикладываем их друг к другу изнаночными сторонами. Вот так. Берем новую ниточку и начинаем присоединять их друг к другу. Вводим крючок со стороны пяточки через стежок на одной подошве и на другой подошве. Оставляем кончик нити 5 сантиметров, потом мы его спрячем. Далее вводим крючок в следующие стежки и провязываем полустолбик без накида. Всего у нас по окончании 4 ряда было 66 петель. Значит, нам с вами нужно связать 65 полустолбиков без накида. И последний 66 мы сделаем при закрытии ряда. Продолжаем вязать самостоятельно. Итак, вот мы закончили, связали 65 полустолбиков без накида, и теперь отрезаем кончик нити. То же самое мы также соединяем и оставшиеся 2 подошвы. Так, вот я закончила соединять 2 подошвы. Вот так они у меня выглядят.